С Испании уже привет передают. Привет. Сейчас прям буквально я 5 минут тут вожусь с настройками, поэтому буду отвечать с задержками. Так, ребята, начинают подтягиваться. Сейчас дайте мне прям 5 минут. Мне надо разобраться здесь со всеми штуками. Так, давайте пока включу вам какой-нибудь клип. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Ұлы дала, төрт қолаң тең түскен жеріңді айдам. Алтай мен Атырау, Жайық пен Іле, Алатау мен Сарыарқа дәуірімнің дәурені болған жерімнің кеңдігін айтам. Алқалы көшті бастаған түркі дүниесінің бесігі ұлы даланы айтам. Тым-тырыс дүние, деміңді ішіңе жұтпа. Талас пен тартыстың аламан бәйгесінде шабандап қалмаған ұрпағың бар. Құбылған дүниенің құйтырғы қалаға тоздыра алмаған мінезі мәрт, көңілі жомарт, дархан есі бар. Ұлы даланың бөгделер біле бермейтін, өзгелер де сезе бермейтін киесі бар. Так, ребята, первый вопрос. Ну, во-первых, всем привет. Напишите в чате, слышно ли меня, слышно ли музыку вам с клипа. Сейчас я настрою, чтобы все работало, звук, видео. Жанарымда жас бар ма? Тамшы-тамса жазған ба? Елімді сүйіп көтер
Так, отлично, звук слышите, да? То есть звук клипа слышно, меня тоже слышно, да? Не надо что-то прибавить побольше, что-то убавить. Бұл өмірдің мәніне сандар шыңдайды, шыңдар сынбайды, уақыт ем болар бәріне. Отлично, все прекрасно слышно. Ну все, сейчас буквально прям 5 минут собираемся. Я тут до конца настроечки дошлифую, и мы с вами начнем уже общение плодотворное. Наслаждайтесь пока Димашем. С вашего позволения я буду пить чай, Димаш, периодически. Горло надо смачивать. Ұмытылсын қайғымын, жарқырасын ай күнім, шаттансын әрі, қуатсын сәби, тілеймін әлем саулығын. Аман бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің, жалғыз сол ғана тілерім. Қайран менің туған жерім, аман бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің, жалғыз сол ғана тілерім. Ребята, подскажите, куда лучше мою морду лица переместить? В какой угол? Верхний, нижний, правый, левый? Как вам будет комфортно? И сделать ли побольше, поменьше окошко со мной? Обалдеть, ребята, я уже вижу, какая у нас география в чате, это просто потрясающе. Казахстан, Украина, Словакия, там самый первый человек написал Испания, ну просто вообще. Мы уже делаем то, что нас просит Димаш, мы уже объединяемся с вами. Девочка родилась, София у кого-то. Поздравляет всей души, ребята. Рождение ребенка — это, наверное, самое счастливое событие, которое может быть в нашей жизни. Пусть растет большая. Ну и начинайте уже давать слушать Димаша. Беларусь, привет. Красноярск, соседи. Так, ну что, ребята, всем здравствуйте, всем доброго времени суток, у кого сколько, у меня 10 вечера, все живем в разных часовых поясах.
Не обращайте внимания на возможные косяки в трансляции, потому что это у меня совершенно первый опыт. Я делал стримы на Твиче, но стримы покерные, там как бы все просто. Здесь совсем другое, здесь живое общение с вами. Поэтому если вдруг что-то будет не получаться, не судите меня строго. Я поэтому вас и позвал, самых близких, чтобы вы помогли мне протестировать этот прямой эфир. Я думаю, что такой формат общения будет еще ближе, еще духовнее, чем запись видео. Но запись видео, конечно, буду делать. У меня есть желание разобрать все его песни. Не знаю, как у вас, но я хочу разобрать все его песни. Так, вау, ребята, нас уже 59 человек, и число зрителей продолжает расти. Потрясающе вообще, на самом деле. Мы с вами общаемся уже 10 дней. Если вдруг кто-то не посмотрел все мои видео и не знает, как меня зовут Андрей Медведев, мне 48 лет, я живу вот уже 5-й год на Алтае, в Горном Алтае. Переехал я сюда с Тольятти, история переезда тоже очень интересная и уникальная по-своему. Ну, если вам будет интересно, вы в чате напишите, я вам расскажу. В общем, я буду реагировать на ваш чат. То, на что я буду получать отклик, что вам будет больше интересно, соответственно, об этом рассказывать и буду. Но мы, конечно же, сегодня с вами разберем несколько песен, и одна из них будет «Война и мир», это будет первая песня, которую мы будем разбирать, а потом уже по вашему желанию. То есть устроим такое мини-голосование, вы в чате напишите, какую песню вы хотели бы совместно разобрать, ну и, соответственно, та песня, которая наберет больше голосов, мы за нее и возьмемся. Хабаровск, отлично, ребята. Смотрите, я поставил задержку в чате, не задержку, а поставил лимит 10 секунд на сообщение. Если его надо убрать, вы скажите. Если кто-то хочет прям... Но с другой стороны, небольшая такая защита от спама, если вдруг кто-то нас будет спамить. Хотя, с другой стороны, я всегда могу забанить такого человека. Но в любом случае пишите, если это некомфортно, то я могу подкорректировать. То есть сейчас стоит 10-секундная задержка на второе сообщение. То есть вы написали сообщение, повторное можете написать только через 10 секунд. Алтай — прародина тюрков, да, совершенно верно. Вообще говорят, что Алтай — это прародина всего человечества. По крайней мере, с той цивилизацией, к которой мы относимся. Ребята, извините, если я буду периодически пить чай Димаш, не обижайтесь, потому что один раз мне в комментариях написали, что какое кощунство, ты пьешь чай во время прослушивания песни. Ну, я не вижу в этом ничего такого. Как бы, да и мне надо горло промачивать. Так, второй момент. Скажите, как по освещению? Есть два варианта. Есть вариант вот такой, такой более притушенный, да? Сейчас вот до вас дойдет картинка, потому что небольшая задержка, да. Вот сейчас я вижу, что... Или же мне в лицо будет светить софит. Скажите, как лучше, как вам комфортней? Ну, мне, конечно, когда мне в лицо светит такой софит, не очень комфортно. Но я, ребята, готов потерпеть, если вы скажете, что так лучше. Жду вашу реакцию по поводу освещения. Со звуком мы с вами вроде бы разобрались, все хорошо. Ташкент. Актабе. И если вдруг неправильно произношу, правильно я произношу название города? Актабе или ударение на другой слог ставится, вы меня сразу поправляете. Я по незнанию могу ошибиться. Как вам удобно, тут свет не главное. Не надо софит, окей, все. Убираю софит, я думаю, достаточно освещения, чтобы меня видеть. Итак, меня зовут Андрей Медведев, как я уже сказал, 48 лет, переехал на Алтай из города Тольятти, прожил там практически всю жизнь, родился сам в Тамбове, но родители переехали, когда мне было 1 годик в Тольятти, и по большому счету Тольятти я считаю как бы своим родным городом. Андрей, добрый вечер, поздравляю с 3000 подписчиком. Да, ребята, я
я до сих пор в шоке. 10 дней мы с вами общаемся, вот сегодня как раз 10-й день идет. Количество подписчиков больше 3000, количество просмотров уже там, по-моему, 150 тысяч. И процент лайков моих видео это 98-99%. Я просто вообще в шоке. Это на самом деле так много. То есть даже если бы процент лайков был там 55%, я бы себе говорил, ну окей, большинство меня понимает, большинство нравится то, что я делаю, то, что я говорю. Вот, но 99-98% это за гранью моего понимания. И давайте я вам расскажу, если кто-то не следил за моими видео, за моими откровениями и за моими, как же я это сказал-то, господи, слово-то, не покаяниями, а, представляете, вылетело из головы. Господи. Ну, первых два моих видео это было исповедь, ну конечно, это была исповедь. И если вы посмотрите мое первое видео, вы поймете, что на самом деле я это видео записывал не для вас, то есть не для сообщества DIRS, а я записывал для своего комьюнити, в котором я вращаюсь в меру своей работы, это с покеристами. И именно поэтому было такое долгое вступление, потому что где покер, и где Димаш, и где те философские мысли, которые я развил. И поэтому я должен был их как бы подготовить, что ли, к этому, потому что для многих это был бы шок, что они от меня слышат такие речи. Именно поэтому было такое затянутое начало, потому что вот сегодня мне и вчера несколько раз в комментарии писали, ну что это такое, там, что за нудятина. Ну понятно, что негатив будет, но 99% ребята за, это потрясающе. Вот. За что вам сердечное спасибо. И все началось вот с этих исповедей, а потом, когда я увидел вашу реакцию, и я уже просто не мог уже остановиться, потому что я услышал отклик, я уже увидел вашу реакцию, и дальше мы с вами начали уже общение по душам. Я надеюсь, такой формат у нас с вами сохранится, и мы будем с вами по душам общаться постоянно. Понятно, что держать вот этот градус открытости, его очень тяжело. И я как раз сейчас подхожу к той интриге, которую я в анонсе сегодня озвучил. Это о своем сегодняшнем сне. И сейчас вы поймете, почему. В общем, давайте рассказываю сон. Вы же ждете все наверняка, да? Что же за сон сегодня мне приснился? Итак, я сегодня ночью уснул, в принципе, достаточно нормально. Хотя все последние дни спал очень плохо, потому что во мне вот все, энергия это бурлит, мысли бурлят. Я каждую ночь с вами разговариваю, веду беседу, то есть из меня идет поток информации. Но сегодня ночью я уснул достаточно рано, и мне снится сон, что я нахожусь на каком-то острове, такой небольшой остров, на острове никого, только я и еще какой-то мужчина. И этот мужчина нападает на меня. То есть, в прямом смысле слова мы начинаем драться, причем он такой крепкий, такой сбитый. А я, если вы не услышали это в каких-то моих видео, всю первую свою сознательную половину жизни занимался боевыми единоборствами. То есть я сам занимался, потом много лет тренировал. Боевой метод Брюс Ли, джит-кундо, это как бы Китай, это карате, соответственно, Япония, это айкидо. Последние годы того времени, когда я посвятил свою жизнь боевым единоборствам, это было айкидо, и в 6 лет я ездил учиться, в том числе месяц учился в Париже, жил еще в далеком 93-м году у Христиана Тисье, по-моему, так его зовут, сейчас у него уже 8-й дан. Ну, в общем, опять же, если вам будет интересно, вы в чате напишите, и я думаю, что мы с вами общение сегодня разделим таким образом. То есть мы сейчас с вами познакомимся, я скажу то, что хотел сказать, мы с вами разберем несколько
произведения Димаша, и потом уже будем с вами общаться, я буду отвечать на ваши вопросы. В Твиттере нет, я не зарегистрирован, ребят, в Твиттере. И чтобы мне сейчас не сбиваться, я как бы сразу приношу извинения, я сейчас в чат сильно заглядывать не буду. А уже потом, когда мы с вами начнем разбор песен, я уже буду более активно смотреть на чат. Так вот, сон, да? На меня напал человек. И мы начали драться. Причем это на острове, где никого нет. И я всеми фибрами понимал, что это не просто какой-то спарринг, да, как обычно на татами. То есть это прям драка не на жизнь, а на смерть у нас началась самая настоящая. И момент, когда он пытается ударить меня ногой, я там подныриваю под него, блокирую удар, подсекаю его, и мы с ним падаем, начинаем бороться. И я оказываюсь сверху. И я перехожу на удушающий захват, начинаю как бы его прижимать очень сильно к земле. Он начинает отбиваться, начинает меня отталкивать, начинает меня там лупить кулаками. И я понимаю, что его удары начинают прям слабеть. То есть удары какие-то слабенькие, хотя мне он показался очень сильным человеком изначально. И как-то и отталкивает он у меня уже слабо, и бьет он меня как-то уже слабо. И потом он закричал. И закричал почему-то женским голосом. И не просто женским голосом, а закричал голосом моей любимой жены. И тут я просыпаюсь, ребята. Какой я испытал шок, вы не представляете. То есть я, сидя на своей любимой супруге, делаю ей там, давлю ей всем весом, делаю удушающие приемы, она, соответственно, там сама с просонья ничего не поймет, кричит: Андрей, ты что делаешь? Отпусти. Я, наверное, 2 минуты просто был в трансе в каком-то. Вот реально, для меня сон перешел в реальность совершенно незаметно для меня. То есть, ну, это как бы это лунатизм. Да? И я в анонсе сказал, что я подобное не испытывал уже много-много лет, там более 35 лет, потому что в детстве и в подростковом возрасте у меня были такие явления, как лунатизм. То есть я не замечал момент, когда я просыпался. То есть я мог оказаться в кресле, да, или я мог там стоять у окна, или еще что-то. И на самом деле это явление абсолютно не изученное, ни учеными, ни врачами, никто не может объяснить, что это такое. 7% людей подвержены такому явлению, как лунатизм. И есть совершенно разные случаи, что лунатизм может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. В том числе, что человек может там готовить еду, одеваться, может поехать на машине. Ну, то есть, на самом деле, почитайте, это уникальные совершенно случаи. И, да и сам по себе сон на самом деле тоже неизученное явление, совершенно непонятно, что такое сон, что это за параллельный мир, в который мы погружаемся ночью, когда засыпаем. И вот сегодня я вновь испытал это чувство, когда мой сон совершенно незаметно превратился в реальность, и произошло то, что произошло. Ну и, соответственно, я уже уснуть не мог, потому что это был просто дичайший стресс для меня. Вот такой сон. Я вам сейчас сразу скажу, как я его трактую. И, соответственно, вы мне сейчас в чате напишите, как трактуете его вы, как вы его восприняли. Что для меня этот сон? То есть для меня это совершенно четкий посыл, что не стоит уж так сильно открываться, что на самом деле во мне недостаточно сил, чтобы пережигать тот негатив, который может в меня прилетать. То есть это такая обраточка прилетела. Когда мы с вами уязвимы, когда мы с вами самые нежные, когда мы открываем душу, когда мы доверяемся человеку, когда там, мы его любим, и когда человек нас предает, когда человек нас бросает там, или еще что-то. В этот момент мы самые уязвимые, нас очень легко пробить нашу ауру, нашу энергетическую оболочку, там, поразить нас в самое сердце. Ну что произошло? Ну вот я выпустил эти 2 видео, да, вывернул свою душу наизнанку, сказал вам, что я думаю, но сказал это во всеуслышание, можно сказать, ну вот на весь YouTube. Понятно, что
отклики я получил очень хорошие от вас, и я, честно говоря, тоже в шоке, что настолько много людей думает так же, как и я, или примерно так же, как и я, и это замечательно. Значит, мы с вами в правильном направлении движемся, но вот тот 1-2% негатива, а негатив он уже пошел, и вы видите, как я иногда в чате, в комментариях иногда закусываюсь, но не то, что закусываюсь, мне иногда обидно, что меня провоцирует, мне обидно, что люди слепые и глухие, что они видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. И меня это иногда задевает, я же обычный человек, состоящий из эмоций также, и я словил вот это ощущение, что меня пробивают, что пошла эта ответочка, и надо закрываться, наверное, да, потому что вот когда ты эту броню снимаешь, и вот как голый стоишь, то ранить человека очень легко. Поэтому уже такие мысли иногда возникают, типа, да зачем тебе это надо вообще, ты куда полез? Вот оно тебе это надо было, там, ну, там жил бы тихо, спокойненько бы, ну вот зачем? Но что есть, то есть, я не знаю, как бы, вернее, я знаю на самом деле, что надо делать, потому что сегодня ночью я вспомнил свою поговорку, вернее, даже это не поговорка, а такая фраза, ну, как мантра, которую я знал много-много лет, она у меня сама родилась в моей голове много-много лет назад, в период достаточно тяжелый в моей жизни, и эта мантра, она мне очень сильно помогала на протяжении всей своей жизни, моей жизни, а вот почему-то последние годы я про нее забыл. Фраза очень простая, вы можете взять ее на вооружение, в ней абсолютно нет никакого негатива, какого-то подтекста или еще что-то. Фраза звучит следующим образом. Пока ты спокоен, ты неуязвим. То есть все очень просто. Пока ваша душа и тело, пока ваш ум, сердце и душа находятся в гармонии, пока вы спокойны, когда у вас нет никаких эмоциональных колебаний ни наверх, ни вниз, когда вы находитесь в этом гармоничном состоянии, с вами невозможно ничего сделать. Абсолютно. Вы абсолютно неуязвимы. Причем порой неуязвимы даже физически. Потому что, например, вот животные очень сильно чувствуют наше внутреннее состояние. Вот, например, я всегда, в моей жизни были собаки. И для меня собака это святое создание, вот в прямом смысле слова, и нам на самом деле у собак стоит очень многому поучиться, их преданности, их искренности, их настоящей любви. Даже шутка такая есть, да, что если в гараже закрыть жену и собаку на 5 часов, то когда вы откроете гараж, вам обрадуется только собака. Вот, ну, это как бы отступление. И даже собака, она всегда будет чувствовать. То есть если вы на улице встречаете чужую собаку, и вы начнете испытывать страх по отношению к ней, собака может проявить агрессию в вашу сторону. Но если вы будете излучать уверенность, спокойствие, ни одна собака на вас не нападет, как и многие там дикие животные просто пройдут мимо. Так вот, вот эта фраза, она сегодня опять у меня в моей голове из памяти всплыла, и я не знаю, почему я про нее забыл. И на самом деле, раз уж я ввязался во все это, во что я сейчас ввязался, мне надо сохранить максимальное спокойствие, потому что удары прилетают, ребята очень сильные, и по ту сторону баррикад тоже стоят крепкие ребята. Ну, теперь давайте я чуть-чуть передохну, попью чайку, и вы скажите свое мнение, как вы трактуете этот сон. Мне очень интересно послушать. Так, я буду уже читать чат, вы пишите. На тебя атака идет на тонком плане, вот пишет Мара. Ну, я об этом и говорю, да. Грибы какие-то ели. Нет, грибов никаких не ел и стараюсь вести трезвый образ жизни. Покерщики от вас отписались? Да, ну нет, не отписались, но... скажем так, среагировали очень так, ну не то что холодно, но как бы нейтрально, и, скажем так, зацепило только несколько человек. Причем я это видео в первую очередь выложил своим ученикам, у меня школа покера, и у меня там более 30 человек. Я им сказал: ребята, вот делюсь с вами, вы первые, кому я это показываю. И на самом деле
как бы вот тот посыл, то он и был направлен как раз тем людям, с которыми я общаюсь по мере там своей работы. Я так ночью палец сломал на ноге батарею, но надеюсь, с пальцем тебе все нормально. Секта какая или про Димаша? Ну, ребят, вот давайте так, вот уже как бы Марат уже, по-моему, не первое такое сообщение кидает. Я пригласил только самых близких сюда людей по духу, поэтому если вот пойдет какой-то троллинг, вы, ребят, не обижайтесь, я просто буду как бы банить вас и все. Согласно про секту. Все правильно, бояться не надо. И это как раз, ну вот пишут, что Ирина пишет, Ирина, по-моему, да, что страх это низкие вибрации, ими кормятся темные силы, не надо никого бояться, совершенно точно. Из-за Димаши не надо бояться. Спокойствие, только спокойствие. Так, ну, на MTV голосование, конечно, будем голосовать. Троллей много, это значит много несчастных людей в сети. Но, ребят, вот за эти 10 дней, пока мы с вами общаемся, и я читаю как бы чат, и я вижу, насколько нам, людям, тяжело уже разговаривать на языке, на наших языках. Вот реально, ты говоришь одно, тебя понимают совершенно по-другому. Вот, знаете, как рация, да, то есть, если выставил определенную частоту, ты можешь слышать только людей, которые очень близко к этой частоте. То есть, если вы настроились на мою частоту, вы меня слышите. Если вы где-то рядом, вы будете меня слышать, но с помехами. Но, тем не менее, все равно будете слышать. Да, пусть шипением, пусть с помехами, но будете. А кто-то совсем на каких-то других частотах. У него в эфире тишина. Вот что бы я ни сказал, как говорится, об стенку горох. А есть и та категория, которая где-то находится там рядом, но при этом ничего не слышит, слышит только шумы, скрежет и начинает на это реагировать. Ты что за чушь несешь? Что за бред и так далее. Ну, вы видите, что такие комментарии тоже периодически прилетают. Не нужно заходить за границы недозволенного. Ну, совершенно точно, да. То есть надо брать вес, который вам по силам. И я как раз вот подумал о том, что насколько у Димаша мощнейшая энергия, насколько у него огромные силы за его спиной стоят, потому что на самом деле он душу открывает всему человечеству. И на самом деле ведь туда тоже прилетает очень много негатива. В его адрес тоже прилетает очень много того, что он пережигает. И у него силища такая, и он с этим справляется. Я вот тут за 10 дней хапнул сейчас негатива, хотя, ну сколько там посмотрело, там, 50 тысяч человек посмотрело мои ролики. И тем не менее, я уже словил такую очень сильную обраточку и просто восхищаюсь той силой, которая есть у Димаша. Ну, тролли будут, никуда от этого не деться. Угу. Сны не рассказывать. Ну да, может быть, не стоит сны рассказывать. Как я открыл для себя Димаша? Вот задают вопрос. Давайте сейчас, раз уж я чат читаю, давайте сейчас прям минут 5 я поотвечаю на ваши вопросы, и мы уже перейдем к разбору первой песни «Война и мир». Мне очень хочется уже побыстрее поделиться своим впечатлением с вами. Познакомился я в начале ноября. То есть, грубо говоря, ну вот, может быть, там 3 недели назад, там, да, вот с первых числах ноября. И если вы подумали, что мои первые ролики, это был такой вау-эффект, что я вот увидел Димаша, меня торкнуло, и я тут же выложил, то нет. На самом деле, как бы я уже целую неделю его слушал, изучал вопросы, очень много копал информации в интернете про него, биографию и так далее, и так далее. И только через неделю
у меня это оформилось в какие-то мысли, с которыми я с вами поделился. А в Ютубе я наткнулся, как мне кажется, совершенно случайно на сигнал СОС от него. Оказалось, что сигнал мне, в том числе, я его принял и оказался среди вас. А какого рода негатив прилетел? Ну, какого рода? Ну, сон достаточно такой неприятный был. Как бы это разве не негатив трансформировался таким образом? Меня зовут Андрей, ребята, кто только подключился. Ого, нас 224 человека, ребят. Я, честно говоря, думал, если там человек 10-20 придет, близких, мы потестируем, пообщаемся, но у нас уже 226 человек. Что вы думаете о балтайской принцессе Укок? Вы знаете, мало на самом деле я знаю информации. Я, конечно же, ходил в музей здесь национальный, в Горно-Алтайске, конечно же, все это смотрел. Это наша культура, это наша с вами мировая культура. И я считаю, что, конечно, тревожить нельзя такие вещи. Про вас говорили на канале Алга, очень приятно, ребята. Если есть ссылочка, поделитесь, я с удовольствием посмотрю. Я на ребят подписан, но, честно говоря, что-то не видел. Спасибо, ребят. Ну что, давайте уже перейдем к этой песне. Вы про нее просили. Я сам на самом деле хотел чуть попозже ее разобрать, потому что песня очень непростая. Причем она непростая, как и музыкальное произведение, соответственно, так и текст. И к этой песне я испытываю особенный трепет, потому что философия Востока мне очень близка, только потому, что я половину своей жизни имел так или иначе отношение к китайской и японской философии, к их образу жизни, так или иначе. И мое сердце всегда очень перекликалось, находило отклик в их культуре, и для меня это, такая песня очень важная на самом деле. И еще один момент. Песня «Война и мир» является самой любимой песней моей 8-летней дочки, что меня поразило. Хотя мы эту песню услышали несколько дней назад, соответственно, она до этого слышала очень много песен, и более мелодичных таких, да, более таких, которые ложатся сразу на слух. «Война и мир» все-таки она, сложное произведение. Но она услышала эту песню, и все. И она: папа, это моя любимая песня. Вот ребенок так среагировал на «Войну и мир». Люблю кушать, как с вами пообщаться. Мы с вами сейчас общаемся, или вы имеете как-то в личном плане? Это в переписке как-то надо договариваться. Итак, давайте уже приступим к песне «Война и мир». Давайте, наверное, сделаем так. Давайте ее сначала прослушаем полностью, посмотрим, а потом уже вернемся и начнем поэтапно разбирать, чтобы у нас уже была общая картина, и потом, кто что заметил, тоже пишите свои мысли. Так, поехали.
Ну, конечно, шедевр, ребята. Возвращаемся в начало. Итак, музыку написал сам Димаш к этой композиции. Слова какого-то известного народного поэта китайского были взяты, и понятно, что он их разделяет, иначе бы он не стал петь эту песню. И давайте с самого начала разберем, причем с самого начала. То есть, ну вот сейчас найду более подходящий кадр. Прям вот первое, на что сразу обращается внимание, ребята, посмотрите на костюм Димаша. Даже здесь вот в чате пишут, что как бы ролик получается не сначала, у него еще был плащ, да, который он, видимо, скинул. То есть черный костюм в таких ярких стразах, такой воротничок у него там такой высокий. Но вот если на мгновение забыть, что это Димаш, вот абстрагироваться и просто посмотреть на какого-то молодого парня, который вот так одет, ну, первое впечатление, как бы, вид-то не ангельский, как бы совсем, да? То есть этот воротник высокий, сразу ассоциация приходит фильмы там про вампиров, да, Дракула там с таким воротником, там плащ, и вот этот яркий стразами украшенный костюм, ну, как-то вот даже не свойственно Димашу, потому что он всегда одевается очень строго в красивые костюмы, белые, красные, там даже, ну, черные, но тем не менее строгие. Так вот, это не просто так, ребята, то, что он так одет, и вы сейчас поймете, почему, ну, я как бы свои мысли вам скажу. И сцена, посмотрите, как украшена, она украшена монохромно, черные и белые цвета, такой контраст. Как пел Виктор Цой, есть только два цвета, белый и черный, все остальное оттенки. Вот здесь прям все украшено так, что это вот прям такой четкий контраст. Смотрим дальше. Вот, но вот это то, что как он одет, это на самом деле для меня это знак. Я вам сейчас скажу почему. Кристаллы Сваровски. Темно-синий костюм. Ну, я... Кто готов сделать первый шаг? Да, вот сейчас вижу, что темно-синий, все правильно. Кто готов первым раскрыть свои объятия? Ну, обращение Димаша, тут, я думаю, даже ничего трактовать не надо, все и так как бы понятно. То есть, кто сделает первый шаг в сторону любви, в сторону высоких вибраций, кто готов раскрыть свои объятия навстречу новой эпохе. Ну, в моем понимании Димаш — это посланник новой эпохи. И возвращаясь еще раз к первым словам, то есть мы понимаем, что сейчас мы разделены очень сильно, мы разделены вероисповеданием, мы разделены языками, мы разделены государствами, политики нас разделяют, там, продолжая нас сталкивать и так далее. И здесь как раз он говорит о том, кто же сделает этот первый шаг. Ненависть разбивает бесчисленные надежды. Отбрасывает любовь за горизонт. Ну, тут, я думаю, даже ничего трактовать не надо, тут все как бы понятно. Вот сколько человечество себя помнит, столько мы воюем между собой. Вот просто, вот вы подумайте, на каком на самом деле уровне развития мы находимся как человечество. То есть мы убиваем себе подобных. Причем это делаем не за, чаще всего не из-за того, что это жизненно важно там, для каждого. Да? Вот как сегодня во сне я дрался, я понимал, что либо он меня, либо я его. А по большому счету это игры политиков, игры
тех, кто правит нами, кто правит сейчас этой планетой, этим миром. И это прискорбно, что мы на самом деле в таких низких вибрациях с вами находимся. Милость и сострадание. Ну, то есть он показывает две крайности нашей сущности, что мы можем быть и мы можем быть и творцами, и мы можем создавать прекрасные вещи, да, излучать любовь, и при этом мы можем испытывать ненависть и убивать себе подобных. Сколько грусти способно вынести сердце. Это действительно наше сердце, конечно, это такой орган, который, ну я не знаю, столько выдерживает на самом деле. Немыслимо. Сохранить этот мир, ребят. Но вот про этот посыл я говорю с самых первых своих видео. Вот как я понимаю миссию этого парня. Он нам принес любовь, он нам принес свет, он нам принес вот это ощущение подъема по вибрациям, он нам показал, как может быть, он нам дал новый язык. И на самом деле вот тот язык, на котором мы сейчас с вами разговариваем, это все, это устаревшее. В новой эпохе нам не нужен будет язык, мы будем разговаривать на уровне вибраций. А на уровне вибраций, на уровне энергии передается в разы больше информации и гораздо больше энергии, которую мы можем через слово передать. Это знаете, как вот развивается интернет. Буквально там 20 лет назад это был там какой-то модем, который там выдавал, я не знаю, там 32 килобайта в секунду, и мы были счастливы, ничего себе, мы могли уже общаться. Прошло 20 лет, и сейчас у нас уже там 100 мегабит, это далеко не предел, и просто в 1000 раз увеличивается скорость. Вот то же самое, приход этой новой эпохи, когда мы будем с вами разговаривать уже на уровне вибрации, на уровне этой энергии, и мы будем получать информации гораздо больше, и мы будем получать энергии гораздо больше. И что самое главное, не нужны никакие посредники, не нужны никакие проповедники, священники, пророки. Все, мы переходим на новый уровень, мы начинаем общаться со Вселенной напрямую по выделенной линии. Вот это самое главное. И кто-то в комментариях несколько дней назад написал, типа, Андрей, вы там апостол Димаша, но я улыбнулся, ну вы перестаньте, ребят, не нужны будут апостолы никакие. Я вам как раз об этом говорю, что мы с вами будем общаться со Вселенной, с этой энергией напрямую. Для этого уже не нужен будет человеческий язык. И один из главных посылов, и Димаш об этом говорит, я не знаю, почему многие говорят, тихо, нельзя ни о чем говорить, молчите, нельзя, там, не вспугните, там, люди боятся. То, ну, Димаш сам говорит постоянно, он постоянно говорит о мире, он постоянно говорит о любви, он постоянно говорит о том, что, ребята, давайте объединяться, давайте остановимся, нам надо спасать эту планету, нам надо спасать самих себя. Но он же это говорит, ну как можно об этом молчать? В молчании, что ли, наша поддержка? Но я так не считаю. Вот это ключевой момент этой песни, по крайней мере для меня. И я еще раз говорю, что, ребята, я высказываю только свое восприятие. Каждый воспринимает Димаша, каждый воспринимает его песни по-своему. У кого что откликается, у кого на какой частоте вибрирует душа. Вот для меня главный смысл этой песни, это вот в этой фразе, как удержать баланс между добром и злом. Причем, внимание, ребят, сейчас я скажу вещи, которые, может быть, опять вызовут резонанс, может быть, опять вызовут непонимание вас, и я опять получу кучу комментариев, что вы меня не поняли.
Вот смотрите, здесь Димаш говорит о том, что надо удержать баланс между добром и злом. То есть он не говорит о том, что надо искоренить зло, как, например, об этом говорят некоторые религии, что там надо побороть зло и так далее, и так далее. Он говорит, что надо удержать баланс между добром и злом. То есть тем самым он говорит о том, что и добро, и зло – это часть Вселенной, это часть этой всей системы. И в моем понимании, что такое Бог? В моем понимании Бог – это вся Вселенная, это все, что нас окружает. Каждый камешек, каждое дерево, каждый листочек, вот все абсолютно в этом мире – это огромная энергия, которая пронизывает всю нашу Вселенную. А вы представляете, в каком мире мы живем? Только в нашей галактике Млечный Путь, только звезд, таких как Солнце, около 300 миллиардов штук. А таких галактик, как наша, их тоже там несчитанное количество. Вы понимаете, какой мир? Да мы не то что песчинка в океане, мы там еще мельче. И весь мир, он устроен, вся галактика, это мое мнение, опять же я говорю, я сейчас вас не проповедую, вы же пришли послушать мое мнение, я вам его говорю. В моем понимании, вся Вселенная это и есть гармония между добром и злом. То есть, ну это в простом, в нашем понимании добро и зло. Если мы переводим на язык вибрации, на язык энергии, то есть есть высокочастотная вибрация энергии, есть низкочастотная. Низкочастотная это зло, высокочастотная это добро. Так этот баланс невозможно нарушить. То есть напоминаю, что это слова китайского поэта. А какой символ на Востоке у китайцев и у японцев символ баланса? Это круг, в котором два дельфинчика, белый и черный, перетекают в друг друга. И в белом дельфинчике есть частица черного, а в черном дельфинчике есть частица белого. И этот баланс невозможно нарушить. Этот знак также называют инь и янь. Это также говорится о том, что это две составляющие, мужское начало и женское начало. И здесь, кстати, вот внимание, как раз настоящая гармония возможна только между мужчиной и женщиной. И если мы сейчас говорим про то, что нам сейчас навязывается там Европа, там Америка, вот эта толерантность, нетрадиционной ориентации и так далее, но вот в моем понимании это неестественно, потому что гармония настоящая может быть только между мужчиной и женщиной. И этот знак на Востоке, его понимают именно так. И вот здесь Димаш как раз говорит о том, что надо удержать баланс между добром и злом. Не надо искоренять зло. Это часть этого мира, это часть Бога, если хотите. То есть это часть Вселенной. И, соответственно, если где-то прибыло, значит где-то убыло. И вот сейчас на нашей планете главенствует низкая вибрация. Мы прекрасно видим, что с нами происходит. Мы прекрасно видим, кто нами правит и что они делают. И, как говорится, дерево судят по плоду. Плоды у нас, к сожалению, очень грустные. Мы уничтожаем свою планету, а планета просто скоро нас смоет. И все, потому что планета это очень мощный энергетический сгусток во Вселенной. Это такая фигура. И никто не позволит, чтобы людишки какие-то там взяли и уничтожили планету вместе с собой. Все к этому идет. То есть мы уже обладаем такими технологиями, которые могут просто навредить очень серьезно. И здесь я хочу сделать небольшое отступление, раз уж меня понесло в эту сторону. Наша планета состоит в большей степени из воды. То есть 2/3 планеты это мировые океаны и моря. И вода на самом деле очень важный элемент во Вселенной. И несколько лет назад, обязательно найдите в интернете, есть фильм, который, кстати, показывали на центральном, российском телевидении, по-моему, по России-1 или, может, по Первому даже каналу. По-моему, называется фильм «Сила воды». Там лет 7 назад он появился, и, кстати, в то время это достаточно революционная была такая подача, такая необычная, потому что, люди еще не привыкли к такой информации. И там как раз говорится о том, что вода – это уникальное вещество во Вселенной. А вода обладает памятью. И она впитывает ту энергию, которую ты ей даешь. И проводились опыты, проводились эксперименты, когда воде давали слушать разную музыку. Классическую музыку, какой-то тяжелый
там панк или рок, и воду мгновенно замораживали, и вода на классическую музыку кристаллизировалась в идеальные, красивейшие, симметричные снежинки. А на тяжелую музыку там были страшные узоры, просто какие-то мутации на самом деле. Также показывали картинки, там, показывали Гитлера, например, еще каких-то диктаторов, или показывали изображение ангела, и то же самое вода реагировала. И вода запоминает эту информацию. И у воды есть три стадии. Это ее жидкое состояние, ее естественная форма, это ее твердое состояние, лед, и, соответственно, газообразное состояние, это в виде пара. И только перейдя в одно из этих состояний, вода очищается. То есть на самом деле вода, это у нее тоже своя реинкарнация. То есть замерзнув и потом растаяв, она становится нейтральной опять, то есть она пережигает ту информацию, которую мы ей дали. И, соответственно, в газообразное состояние тоже она испаряется, и потом в виде дождя. Почему еще считается, что дождь это как бы, ну, небо плачет, и вода всегда очень чистая, дождевая, потому что на самом деле она нейтральная, она очистилась от того негатива или от той информации, которую она получила где-то. Так вот, к чему я? К тому, что вода накапливает, планета накапливает этот негатив, и она потом выбрасывает его. То есть она не успевает уже его пережигать, она уже не успевает его перерабатывать. И сейчас обратите внимание, что ведь идет глобальное потепление, ледники тают. Это значит, что вода все меньше и меньше пережигает эту информацию, потому что льдов становится меньше. И как мы уничтожаем озоновый слой, это, соответственно, тоже влияет на парообразование воды. То есть, и вот эти вот страшные там цунами, землетрясения, это просто нам планета отдает непереработанный наш негатив. И если это дальше так пойдет, она просто нас смоет, и все, очередным потопом, и все. Ну, как бы я увлекся, ладно, давайте дальше. Как выжить между огнем и льдом. Вот он опять показывает, и вы посмотрите, опять же, оформление сцены, все такое монохромное, то есть контраст. Огонь и лед. Но добро и зло продолжает вести битву, и эта битва будет вечная. Вот так устроен наш мир. Вопрос в том, где мы с вами окажемся, на какой стороне. Либо мы с вами уйдем окончательно в низкие вибрации, да, и будем уже воевать на стороне зла, либо мы уйдем в высокие вибрации. У каждого свои, как говорится, плюшки, у каждой там стороны свои особенности. Но понятно, что высокочастотная вибрация, она чистая. Это истинная любовь. Важные тоже очень слова, ребят, вот смотрите, даже слезы со временем могут превратиться в камень. То есть о чем он говорит? О том, что, то есть есть как бы, ну, такая философия, что наша душа может переселяться не только в людей, она может вселяться там во что угодно, там, в животных, в дерево, в камень. И как бы камень вроде как считается первым шагом в материальном мире, куда может переселиться душа, какая-то совершенно там вновь рожденная или какая-то там. И здесь говорит о том, что мы можем проделать этот путь там, от слез, да, до камня. Вот я это так понимаю. И наоборот, соответственно. Останется ли хоть кто-то, кто еще будет помнить про любовь и ненависть?
здесь такой посыл, что ну, действительно может случиться там апокалипсис, может случиться какая-то планетарная катастрофа, и просто вообще никого на Земле не останется, кто будет вообще понимать, что такое любовь и ненависть. Может быть, в этих словах еще есть какой-то смысл, я вот, ну, пока, честно говоря, не вижу. Но он нам дает мощнейший посыл, конечно. Просто мощнейший. Я думаю, что, ребята, у кого есть уши, у кого есть глаза, мне кажется, это настолько все очевидно, то, что он говорит. Для меня это просто, ну вот, как дважды два. Настолько понятно, и это настолько то, к чему я стремился, оказывается, всю свою жизнь. Я почему-то уснул на несколько лет. Вот, хотя на самом деле, если оглянуться назад, то вот те года, то время, когда я занимался боевыми единоборствами, и когда я преподавал, я был очень успешным тренером. И у меня тысячи учеников. Вот тогда, наверное, я по-настоящему жил в гармонии. И на самом деле я ни о чем не жалею в своей жизни. Понятно, что были взлеты и падения, но я просто понимаю, что то состояние гармонии, оно тоже не просто так мне было дано, и то, что со мной происходило потом, это тоже не просто так. Нельзя ни о чем жалеть, что в вашей жизни происходит. Значит, не просто так нам это дается. И вот сейчас, ну, такое ощущение, что я правда проснулся, потому что я всегда к этому стремился, я всегда стремился к свету, всегда стремился к любви. И вот Димаш во мне это разбудил. И я только за это ему благодарен от всей души, на самом деле. Ну что, ребята, давайте напишите, как вы себе эту песню воспринимаете. Я еще раз говорю, мое мнение, оно только мое. И, конечно, каждый ее воспринимает по-своему, в меру там, своих вибраций. И мне очень хочется узнать, как вы эту песню воспринимаете. Пишите, пожалуйста, в чате. Я прям как раз почитаю, пару минут переведу дух, попью чай Димаш. И почитаю ваш чат. Ребята, у нас 328 человек. Спасибо вам, что зашли на мой тестовый стрим. Это очень приятно. Больше 300 человек. Потрясающе. Да, надо просто не реагировать. Все правильно, Ирина, вы говорите. Я говорю, я сегодня вспомнил эту свою мантру. Пока ты спокоен, ты неуязвим. Пользуйтесь ей на здоровье. Вот от чистого сердца с вами и делюсь. Она реально помогает. И в ней нет никакого подтекста, поверьте мне. То есть я думаю, что она очевидна. Ну, конечно, дело не в словах. Вот человек с ником «Люблю кушать» пишет, что дело не в словах, а в чистом голосе чистого человека, который очищает нас до определенного уровня. Конечно, не в словах. Я не перестаю об этом говорить, что то, что может передать слово, вернее, то, что может передать энергия и вибрации, несоизмеримо с тем, что может передать голос. Это вот как какой-нибудь там древний модем, я говорю, который там выдает 32 килобита в секунду, и современный там 1000 мегабит в секунду. Это вот, может быть, даже еще больше разница между этим. И Димаш нам показывает этот универсальный язык. И он объединяет всех нас. Я почему-то в комментариях некоторые меня пытаются уличить в какой-то религии, что я что-то там навязываю. Я наоборот говорю о том, что я пережил все религии, я их перерос уже. И для меня Димаш — это яркий пример, что нас ждет.
Надо только подняться вместе с ним по этим вибрациям, и все. И слово уже не будет важно, потому что слово это устаревший механизм общения, который на самом деле уже говорит о том, что на нем уже сложно нам понимать друг друга. Вот даже за эти 10 дней я понял, насколько мы с вами на разных языках говорим. Конечно, в большинстве мы с вами на одной волне, но появляются те люди, которые слышат только то, что хотят слышать, и видят только то, что хотят видеть. Так, читаю ваш чат. Мы духовно рядом. Очень интересная беседа, спасибо, Ирина. Да, он указывает, для меня он указывает не путь. Я не буду вам навязывать свою точку зрения, я говорю то, что у меня на душе. Он мне показал путь, к чему надо стремиться. И когда я произносил, особенно в первых роликах, такие фразы, как «мессия», там, как «ангел», и это у многих вызывало в меру каких-то шаблонов, которые нам навязывают, какой-то такой диссонанс. Что такое в моем понимании святой человек? Вот если завтра появится еще какой-то человек, неважно, кто он будет, поэт, художник, не знаю, или просто пастух, если он будет нести свет в этот мир, если он будет источать любовь, если он будет чист на помыслы, он для меня будет святым человеком. А что для меня такое мессия? Это перерождение души, очень сильной души, да, очень высокочастотной души, святой души, у которой есть сила планетарного характера. То есть вот у Димаша есть сила планетарного характера. Он имеет силу попасть в каждое сердце, в каждую душу человека на этой планете. Вот благодаря современным технологиям, хоть в чем-то мы преуспели, да, имеем возможность общаться вот так вот с вами по интернету. Вот у Димаша есть эта возможность, и он разговаривает с нами на новом универсальном языке пения и вибраций. Вот, для меня это как бы главный посыл. И это стремление, какими мы должны быть. Кулинара пишет: приятно прослушать, откликается у меня в душе, но очень здорово. Ему идет принц. Святой человек — это слуга Бога. Совершенно верно. Не могу абсолютно это никак даже оспорить, я с этим согласен. Может быть, рядом с нами и другие прислушаются, но я думаю, что это я тут, ребята, долго спал, вы-то, оказывается, уже давно проснулись, кто-то 2, 3 года назад, 4, и я вам по-доброму завидую, но я вот что-то потерялся где-то. Но лучше поздно, чем никогда, правильно? Да, сон Уди был пророческий, вот пишет человек про сон до пандемии, и это действительно пророческий сон. Совершенно согласен с вами. Да, это можно трактовать, что это костюм воина, вот как бы пишет Татьяна. Ну, то есть, я почему именно придал значение этому костюму, то что он не просто так выбрал этот костюм, он показал нам, что на самом деле этот мир — это и есть все вот это, что нас окружает. И добро, и зло, и вот все абсолютно. И он это понимает, и он говорит нам о том, что мы должны найти баланс между этим. Мы должны из низких вибраций выбраться и в первую очередь у себя внутри баланс этот найти. А когда вы живете в гармонии, когда живете в дружбе с самим собой, то у вас и помыслы становятся чистыми. И вот, кстати говоря, то, что та трансформация, которая во мне происходит, вот за этот месяц, она удивительна. Я говорил о том, что я профессиональный игрок в покер, и у этой профессии есть один, но очень большой жирный минус. Это очень сильная стрессовость, это очень много негативной, это низкочастотной энергии. И я вот все эти 15 лет, а уже 15 лет я профессионально занимаюсь этим видом спорта, я искал, да как же сделать так, чтобы я не обращал внимания на этот негатив.
Потому что вот он все портит, он разрушает здоровье, он тебя принижает. И, скорее всего, мой этот сон связан в том числе именно с этим, то, что я стал слишком много этого негатива ловить, и это меня начало принижать вниз. И вот сейчас я, конечно же, не перестаю играть в покер, это моя работа, мне надо кормить семью. Вот поверьте мне, вот этот месяц я просто, я спокоен, как удав. Вот просто, все, меня не прошибешь ничем вообще. Меня можно прошибить только последние дни там какими-то комментариями, и я сделал очень быстро вывод, и я буду стараться вообще больше не реагировать. Но в покере я обрел вот то спокойствие, к которому я стремился. Вот просто, вот Димаш меня поднял настолько высоко, что меня эти низкие вибрации даже не достают. Они что-то пытаются там подпрыгнуть, меня зацепить, но у меня сменились интересы. Я начал смотреть совершенно другую информацию, стал смотреть другие ролики. Я стал смотреть ролики про науку, я стал смотреть ролики про искусство и так далее. То есть я поднялся, ребят. То есть я с какой-то там, я не знаю, там, может быть, там, 3-й чакры оказался там где-то там на уровне 5-й, 6-й чакры. И это настолько, кстати, некоторых раздражает слово чакра, как бы, я так себе представляю наше духовное устройство, нашу энергетику нашего тела. Как бы, что есть, то и говорю. Димаш невозможно талантлив, красив, богат, знаменит и совершенно этому не привязан. У Димаша сердце полное сострадания, любви, скромный, сильный, трудолюбивый, бесконечный. Он реально пример для подражания. Дай Бог, и за него надо молиться. Ни в коем случае нельзя за него, ребята, бояться. И страх — это не та энергия, которую надо в его сторону излучать. В его сторону мы должны излучать только чистую любовь. Причем даже не ту любовь, которую он нам дает, а ту любовь, которую мы сами способны брать из космоса. И в чистом виде ему давать, и его укреплять. Я не буду сейчас в эту тему вдаваться, потому что если я сейчас в тему там эгрегоров, в тему фанатизма, слепого фанатизма начну вдаваться, у нас с вами стрим затянется на очень долго. Оставим эти темы на потом. Но за него надо молиться, конечно же, потому что он наш проводник, и за него нельзя бояться. Не надо за него бояться, не низко вибрируйте, потому что страх — это очень низкая вибрация. Сара пишет: я не пойму, мы 40 минут ждали вас на вашем канале, а вы здесь. Где тогда мы были? Там до сих пор ждут. Где ждут? Что-то я не понял. Не запустилась трансляция, что ли, да? Да нет, вот в эфире. Ребята, у меня пишет, что... Сейчас вот я вам покажу. Вот он, мой канал, и как бы вот идет эфир. Что-то, может быть, у вас не обновился YouTube. Как бы вроде как все нормально. Идет же прямой эфир, правильно? Да, вот как раз Ульяна пишет: не знаю, как в покере, а к проблемам отношение другое. Совершенно верно. То есть все по-другому стало восприниматься в моей жизни, это совершенно точно. У нас все вовремя запустилось. Ну да, видимо, у кого-то, может, что-то там подвисло. Так, ну что, давайте еще какую-то песню разберем. Давайте вы сейчас напишите, какую песню, и та песня, которая наберет большинство голосов, мы с вами ее сейчас с вами в прямом эфире разберем. Ибрай Саламатов пишет: да, эфир идет, все нормально. Ибрай, я очень рад за вас, что вы все свои дела сделали, вы писали об этом и к нам подключились. Я, ребят, читаю все ваши комментарии. На это уходит все больше и больше времени, но если вы видите, я читаю все ваши комментарии, стараюсь на самое интересное отвечать. Так, запись эфира делаешь, а вот это вопрос. Разве YouTube сам не сохранит эту запись?
Если не сохранит, то ой. Запись, по крайней мере, я не нажал. Вот, по крайней мере, в OBS студии, через декодер. Мне кажется, что YouTube должен как бы запись эту сделать. Ну, если не сделает, ну что ж, будем считать, что это тестовый стрим, и мы с вами поговорили по душам без всякой записи, ничего страшного в этом нет. Виснет иногда. Так, ну вот пошли. Самалтау. Знай. Сохранять запись YouTube. Ну, отлично. Марина написала, но у меня прям камень с души, что запись будет. Знай. Грешная страсть. Самалтау. Знай. Привет с Германии. Германии, привет. Я хочу по очереди все песни. Гульнара я тоже хочу разобрать все его песни. И, как вы говорите, их больше 100. Поэтому я с вами надолго. Пока все песни не разберем, я от вас не отстану. Я быстрее вам надоем. Знай. Ну вот прям Знай пока лидирует. Война и мир, гимн миру. Но в моем понимании, Нина, может быть для вас, вы ее так воспринимаете, в моем понимании «Война и мир» – песня гармонии, песня, которая призывает к гармонии, вот в моем понимании. И к более широкому взгляду на этот мир, потому что те наши религии, которые вот сейчас тысячелетия идут, они нас приучали бороться со злом, и это нормально. Как говорится, пока мы с вами в детском садике там и в первых классах, мы должны четко следовать там этому пути. Но Димаш здесь нам дает посыл, что на самом деле все намного шире, и что Вселенная устроена немножечко по-другому. Ну, как бы это я так воспринимаю. Знай. Вокалист Знай. Ну, вокалист Знай — это одна из любимых моих композиций. Это лечебная абсолютно песня. Именно вокалист этой песни очень лечебная. И я борюсь до сих пор с последствиями ковида. Никак не могу до конца побороть последствия пневмонии. И в первое время мой организм требовал именно Знай вокалиста. Я еще тогда не знал о том, что эта песня является самой лечебной. И мой организм сам эту песню выбрал, и я просыпался, и у меня она сама играла в голове. Вот так. Любовь уставших лебедей. Ну, Лидия пишет, любовь уставших лебедей я разбирал. Если вы не посмотрели мои видео, можете посмотреть, там есть разбор этой песни. Битва памяти, Знай, Hello, Грешная страсть, Знай. Вокалист, правда, лечебная, да. Hello, Знай. Ну, смотрите, ребят, больше всего лидирует Знай. Давайте, наверное, мы посмотрим Знай, но не вокалист, а именно с текстом, потому что нам в первую очередь хочется понять, какой посыл хотя бы через слова, через текст. Понятно, что сердцем и душой мы чувствуем какой-то посыл, но мы пока по привычке хотим трактовать, хотим еще и через слова, через ухо наше. Мы же воспринимаем песни Димаша не ушами, мы воспринимаем душой и сердцем. А нам по привычке хочется еще услышать словом, ухом, чтобы подтвердить свои ощущения. Ну что, Знай. Окей. Давайте ищу песню Знай. Знай с субтитрами. Па-па-па. Так. Ну, наверное, концертное, да, вот выступление. Давайте как раз Миф номер 2. Только профи могут жарить стейки. Вовсе нет. С OptiGrill Elite это могут делать все. Благодаря интуитивно понятному управлению, пошаговой инструкции на обновленном дисплее, вы всегда сможете приготовить идеальное мясо на гриле самостоятельно. Тефаль.
Вот пишут «Океан времени». «Океан времени» в моем сердце занимает отдельное место. Я хочу по этой песне сделать отдельный обзор. Я думаю, что запишу видео, потому что это песня, которая дарит умиротворение, которая дарит вот этого нирвану, дарит блаженство какое-то. Вот, и даже по смыслу названия этой песни «Океан вне времени» — это когда все, нет ни прошлого, нет ни будущего, есть только настоящее, и оно замирает. И восточные мудрецы говорят, что ты должен жить так, чтобы чувствовать каждый вдох и выдох. А как живем мы, к сожалению? Мы очень часто живем либо нашим прошлым, либо будущим, и не живем настоящим. И наша жизнь пролетает просто фух, вот так вот. Именно поэтому. Но когда мы научимся жить в настоящем, когда мы будем ценить каждый наш вздох и выдох, когда мы будем ценить красоту этой природы и ценить чувства, ценить любовь, наша жизнь будет вечной практически. Ну ладно, это отступление, но «Океан вне времени» — это потрясающая композиция. Ну что, давайте «Знай», посмотрим. Так, это вокалист, точно. Спасибо, что подсказали. Это вокалист, совершенно верно. Вокалист. Так, ну, вот знаете, у меня клипом какое-то, ну, такое неоднозначное отношение. Вот, например, клип про родину, про Казахстан, Кайрам Елим, по-моему, да, он называется. Вот он зашел, потому что там постоянно на экране Димаш, в том числе, и видно, как он поет, и ты чувствуешь эту ауру. Например, клип «Любовь уставших лебедей» мне как-то не очень зашел, потому что он более художественный, то есть там режиссер свое видение показал, и вот оно как-то мне не перекликается почему-то. И вот этот клип «Знай», я не знаю, может быть найти все-таки... Напишите, будем смотреть клип «Знай» или какую-то концертную запись. Только не клип. Ну вот Анна тоже, тоже говорит, что только не клип. Так, ну вот «Знай». А, зачем нам субтитры? Она же на русском. А, господи, что я уже чуть-чуть загнался. Все, давайте, ребята, сначала смотрим, потом будем разбирать. У меня дочка на... Мы с тобой два беглеца. Чтобы не перебивать, раз уж начал говорить, у меня дочка на приложение на телефоне, приложение пианино, на слух подбирает эту мелодию. Хотя она нигде не занимается, нигде не учится. Я, кстати, сам тоже, сколько себя помню, когда у меня по юности была девушка, там моя первая любовь, у нее дома стоял пианино, и я тоже просто на слух тыкал в ноты и понимал, правильно или неправильно. Вот у моей дочери тоже очень хороший слух, я хочу это развить в ней. Вот она в первую очередь эту мелодию подбирает и очень воодушевлена этим. Убегаем от себя. Я слышу шорох и шаги, нежный шепот вопреки. Я не чувствую земли, лечу. Знай, у любви на небе есть кричат.
небе бьют колокола любовь, рвет сердца. Еще знаете, какое наблюдение? Это не мое наблюдение, это я подслушал у других реакционеров. Сейчас скажу, что я хочу сказать. В любой момент, когда вы нажмете паузу, когда на экране Димаш, он никогда не будет выглядеть глупо. Вот вы меня нажмите, любого другого человека, нажмите паузу, и очень часто я буду выглядеть глупо, в какой-то нелепой там позе, там, закатив глаза или еще что-то. Вот сколько раз вы будете нажимать на паузу на Димаше, он всегда будет выглядеть эталонно. Вы понимаете? Я не могу объяснить почему, но этот парень точно не с Земли, он точно с другой планеты. И тот инструмент, который Бог его наделил, музыкальный инструмент, он совершенный, он эталонен, просто он эталонен. Но не может быть у человека настолько эталонный инструмент. Ну не может. Вот он, все преподаватели по вокалу, все говорят, невозможно всеми этими качествами обладать. Невозможно. И то, с какой он легкостью это все делает, просто потрясает. Чувства бьют в набат, у меня горящий взгляд, невозможно описать твой взгляд. Знай, о любви на сердце в руки взять, встречай, знай, у влюбленных два крыла, в небе бьют колокола любовь, рвет сердце. Все, я просто вот такое ощущение, что я вот вибрирую весь, вот реально, вот, просто вот по всему телу мурашки, ребят. Я эту песню слушаю каждый день по несколько раз, и каждый раз она на меня производит вот такое впечатление. Это я меломан, я всю жизнь слушаю музыку совершенно разную, от хэви-металла там до попсы, если она более-менее приемлемая, там, и Виктор Цой, там, и, ни один исполнитель даже рядом на меня не производил такого впечатления, как он это делает. Я просто... Я не знаю, что сказать.
Ну, Крутой сам тащит, это совершенно верно, потому что Игорь Крутой, по крайней мере, когда я первый раз услышал, что как он его представлял и что он про него говорил, совершенно понятно было, что Игорь Яковлевич прекрасно понимает, кто перед ним. И то, что сейчас у него такое второе рождение творческое, это, конечно же, заслуга Димаша. И он видно, насколько он окрылен, он видно, какую он получает силу и энергию от него, и он творит и творит, и их тандем на самом деле очень потрясающий. И видно, как, ну вот опять же, посмотрите, я нажал паузу, он идеально выглядит, вы понимаете, идеально выглядит. Вот в любой момент нажмите паузу, он будет идеально выглядеть. И видно, как Димаш растет. Он, на самом деле, я вот на днях услышал его песню, в которой он исполнял в 14 лет, «Журавлиным криком», по-моему, она называется, да? Просто она меня зачаровала, эта песня. Там еще слышно у него вот этот еще юношеский, еще голос до конца не мутировал, но он уже настолько чистый, он уже в 14 лет настолько мощь от него шла, что уже вот эта песня меня тоже в транс вводит, хотя ему всего там было 14 лет, но это понятно, что это человек пришел не просто так на эту планету. В общем, у меня одни эмоции, ребята. Словами это невозможно передать. Это вот только можно, как Димаш, спеть. Но мы пока так не умеем. Но он нам говорит о том, что, ребята, вы можете также. Почему эти люди сидят? Не знаю, я бы просто уже там стоял и... Почему они сидят? Ну, не все на самом деле, не все еще души раскрылись, конечно, не все. Кто-то сопротивляется, кто-то еще совсем по частотам не поднялся, но мне кажется, Димаш все равно действует на всех. Кто-то просто еще себе в этом не признался, кто-то не смог, потому что надо же открыться ему навстречу. А если ты закрыт, то реакции такой не будет. Один большой мураш. Ну вот я реально, каждый раз, когда я слушаю эту песню, я куда-то улетаю. И он в одной из песен, так, что же это была за песня? У него есть такие слова, может быть, вы мне сейчас напомните, что даже если ты плачешь, что-то, не бойся путешествовать. И там понятно, что речь идет не про обычное путешествие мирское, а путешествие по Вселенной, по галактике. То есть, когда он пробивает, мы не должны этому препятствовать, и тогда мы реально улетаем. Вот иногда, почему, вот на самом деле я в машине боюсь его слушать, потому что иногда самопроизвольно закрываются глаза, когда ты едешь в машине. Если у вас так же, вы тоже об этом напишите, но у меня так. Я иногда просто, еду, и мне хочется закрыть глаза, когда я его слушаю. Если у вас такие же ощущения, значит, я верно говорю. Так, давайте на чат на ваш обращу внимание. У вас такое счастливое лицо, ребята, потому что я себя так чувствую. Понятно, что это эйфория вот этого скачка энергетического. Понятно, что сейчас придет время, когда я успокоюсь, когда я приду в гармонию, но самое главное удержаться на этой высоте. Вы понимаете, в чем еще проблема? Что Димаш, он нас подбрасывает наверх, но удержаться очень сложно там, потому что наши мирские проблемы, наши там какие-то там дела, работа и так далее, это все нас обратно тянет, и просто так нас там же не отпускают, да, нас тянут опять в это болото. И вот закрепиться бы там, хотя бы на ступенечку, на 2 ступеньки выше, он-то нас кидает вообще там куда-то в космос. Понятно, что сразу оказаться там, это дорогого стоит, и это поэтапный процесс. Так, ну что, мы с вами уже 1,5 часа в эфире. Если вы не устали от меня и хотите дальше общения, разбирать какие-то песни, давайте, окей, разберем еще одну песню.
Ну и, наверное, уже потом будем закругляться, потому что, ну, как бы, потом люди, когда увидят, что там видео двухчасовое, они скажут: о, опять какой-то там треп ни о чем, ну его нафиг. Хотя, с другой стороны, это, может, и не наши люди, может, и не надо пытаться зацепить всех, чем нас зацепил Димаш, и мы же делимся этим. Так, все, читаю ваш чат. Ну вот Валентина пишет, что если перестаешь слушать его голос, то опять скатываешься, но это понятно, это объяснимо, потому что очень трудно закрепиться, я вот только что как раз об этом сказал. Да, я тоже обратил внимание, Светлана пишет, что в песне «Журавлиным криком» впечатлили, что в 14 лет такой серьезный нижний регистр. Да, я тоже заметил, что прям он на низах уже поет так прям, как настоящий мужчина. А когда он поднимается наверх, ну там такой прям юношеский такой голос, но он на самом деле такой чистейший. Вот уж просто чистейший. Вот я прям балдею. Димаш наша гордость, конечно. Очень приятный человек, спасибо большое, ребят. Я на самом деле, вот признаюсь честно, я, во-первых, не ожидал, что найду столько единомышленников за такое короткое время. И то, что мои мысли так порой точно перекликаются с вами, это тоже, конечно, окрыляет. И вы даете мне силы на самом деле. И те атаки, которые там на меня идут, и они будут идти, если я буду продолжать это делать, и то, что вы меня поддерживаете, это определенно мне помогает, это дает мне силы, это совершенно точно, и, ребята, вам за это большое спасибо. И очень здорово, что вы меня, ребята, впустили в свою семью. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ну, объединил, вот Людмила пишет, нам надо где-то общаться, спасибо, что нас объединили, но объединяет наш Димаш. Димаш нас объединяет, это его, я считаю, это его один из главных посылов людям, что нам надо объединяться. Неважно, какого мы вероисповедания, неважно, на каких языках мы говорим, нам всем надо объединяться. И в одном из видео я задал вам вопрос: ребята, скажите, что нас может всех объединить, вот всех людей на планете, что нас может объединить? И на самом деле я не увидел ни одного комментария, чтобы вы написали, потому что вот я не вижу других вариантов. Я вижу только один вариант, который сейчас делает Димаш. Через вот этой вибрации, через музыку, через песни, через этот универсальный язык. И я, кстати, сегодня увидел VR One, по-моему, песня про как раз вот про коронавирус, про ту беду, которая свалилась на нас, на всю планету. Это тоже неспроста. И эта беда нас свалилась, это нам посыл, что нам надо объединяться хотя бы на почве этой беды. И я посмотрел сегодня клип с субтитрами, с переводами. Я до этого просто слушал его оригинальное исполнение и какие там слова, ребят. Но он прямым текстом говорит: ребята, только в единении наша сила, давайте объединяться. И у него такой там видеоряд мощный. Он показывает там мировых лидеров основных держав, там и Путина, и Трампа, и Меркель, там, да, и Макрона. И это к ним посыл в первую очередь. Ну хватит уже сталкивать нас лбами, ну хватит уже нас топить в этом болоте, потому что, ну, как ни крути, они правят нами, они правят нашими государствами. Так, ну вот вроде как просто пошел разговор в чате, не вижу я от вас пожелания разобрать еще какую-то песню, но давайте, наверное, мы с вами, я сейчас поотвечаю на ваши вопросы, если вдруг вам что-то интересно,
я расскажу, может быть, про себя, может быть, про свои впечатления от Димаша, от его песен. Давайте, наверное, тогда мы перейдем к формату общения с вами по душам. Задавайте свои вопросы, я на них отвечу, ну и, наверное, будем уже тогда закругляться, потому что не хочется, чтобы видео ушло за 2 часа, потому что, ну, потом людям будет очень трудно его воспринимать. Ну и нас по-прежнему 330 человек, ребят. Вы не устаете меня шокировать. Вот серьезно, я думал, ну если сегодня придет там человек 20-30, будет хорошо. То есть вы поможете мне настроить прямой эфир, в этом разобраться, на практике познакомиться, но вас так много. Это здорово. И я еще шокирован, насколько мудрые люди мне пишут в комментариях. Просто вообще есть комментарии настолько глубокие, настолько чувствуется в них мудрость житейская и мудрость восприятия этого мира, что я просто вот, ну, во всех вас вижу учителей и учусь у вас новым знаниям, новым представлениям. И отдельное спасибо, кстати, хочу сказать девушке, которую зовут Саня, которая познакомила меня заочно с одним просто величайшим человеком, Мурат Рина. Это очень известный музыкант, играющий просто виртуозно на скрипке и на рояле, на фортепиано, или как правильно сказать, я не знаю, на пианино, не рояль, наверное, да. И мы через нее заочно обменялись сообщениями, и настолько я был поражен, что человек настолько духовен, настолько обладает философским взглядом на эту жизнь, и у нас во многом перекликаются. Если вдруг вы меня сейчас смотрите, вам большой привет, большое спасибо, что мы с вами общаемся, пусть через девушку. Может быть, придет время, когда мы начнем с вами общаться уже тет-а-тет. Для меня бы это было, ну, большой гордостью. Когда началось ваше знакомство с Димашем, с какой песни? Вначале отвечу еще раз. Почти месяц назад, как я думаю, случайно, но на самом деле не случайно, я услышал сигнал SOS, который был, оказывается, направлен мне, и я его услышал, и так я вошел в семью Дирс. Это SOS была, да, это была песня SOS. И многие пишут, что именно с этой песни у них началось знакомство с Димашем. Но это действительно как сигнал SOS, как вот, ну, сигнал помощи только тебе, то есть приди на помощь. Да, Димаш объединяет, совершенно верно, когда вы все успеваете. Но у меня на самом деле сейчас времени достаточно много, потому что я уволился со своей работы, уволился уже полгода назад, уволился с казино здесь в игорной зоне и сибирской в игорной зоне. То есть я занимался как раз, возглавлял покерный клуб, создал и организовывал покерную серию Altai Palace Poker Series и проработал почти 4 года. И что самое удивительное, вот все не просто в этой жизни на самом деле, ребята, вот все идет по какому-то наитию. И когда ты вступаешь на этот путь, на путь наития, на путь своей судьбы, все начинается сразу складываться хорошо. Потому что решение уйти с этой работы я принял еще до пандемии, я принял еще в конце того года, осенью. И потом началась эта пандемия, начались эти карантины, и уже у меня просто были обязательства, которые мне надо было выполнить, я их выполнил и ушел. И вот началось мое знакомство, у меня сейчас много времени. Возможно, если бы я остался на этой работе, где на самом деле достаточно много низких вибраций, может быть, я прошел мимо Димаша, или, скорее всего, Димаш прошел бы мимо меня. Поэтому все не просто так в этой жизни, совершенно точно. У кого еще такой диапазон 6 октав и 1 нота? Вот пишет Huawei. Ну, я считаю, что у него уже не 6 октав, а 7.
полноценных, мне кажется, да, и есть песни, я сейчас боюсь не вспомнить название, но совершенно точно он берет уже так высоко, что совершенно понятно, что он поет, но его уже еле-еле слышно или даже вообще уже не слышно. То есть он уже на языке дельфинов там начинает разговаривать, мне кажется, там уже выше 5000 Гц он выдает по вибрациям. Мне кажется, у него больше 6 октав, это точно. Я с вами, Андрей, начал одновременно слушать Димаша. Здорово, что мы просыпаемся. Если вы заметили, я переименовал свой канал, а это вовсе был не канал. Это 10 лет назад я создал этот канал исключительно для видеоархива. И если вы опуститесь в самый низ на моем канале, увидите, какие я там делал видео. Это были полеты на беспилотнике. Меня всегда тянуло в небо. И я там делал клипы, накладывал музыку. И, кстати, вот я сейчас подумал, что как жалко, что я тогда не слышал Димаша. Тогда он, наверное, еще только начинал петь. Я бы, наверное, сейчас бы все клипы в полетах в облаках бы, наверное, накладывал бы саундтрек Димаша. Это совершенно точно. Ну и, соответственно, я про что, и назывался он у меня там Корсар 1972, потому что мне совершенно без разницы было, как он называется. Это был мой личный архив. Потом я туда стал выкладывать там профессиональную свою деятельность. И вот совсем недавно я его переименовал, потому что, ну, чувствую, что, ну, я вот себя так чувствую. И как-то вот это прям попало очень созвучно, и я понял, что, во-первых, и вам это очень понравилось. Это словосочетание, человек, который проснулся. Ну, вот я так себя почувствовал, так и написал. И на самом деле это, наверное, так и есть. Ну, его раз вы проснулись. Ну да, кстати, если аналогию к «Матрице», кстати, да. Вы знаете, многие говорили, что это очень философский фильм. Но я в нем никогда не видел особой философии. А вот вы сейчас про него написали, и я подумал, да ведь точно. Мы как матрицы жили, подключенные к этим низким вибрациям, и нам не давали подняться. С эстрады нас пичкали второй чакрой и не давали подняться выше. Все образование наше сейчас тоже направлено на то, чтобы мы деградировали. Ну, все направлено. Вся наша финансовая система, все наши там банки, это совершенно очевидное современное рабство. Еще непонятно, какое рабство хуже, которое было или сейчас финансовое. Ну да, кстати, с «Матрицей» очень перекликается. Ну вот, повторяются вопросы, ребят, с какой песни ваше знакомство началось. Я уже ответил 2 раза, да, это была «СОС». Мне был послан сигнал СОС, и я ответил. Так, вот смотрите, пишите, в Москве 5 декабря будет концерт. У меня есть целая история с этим связанная. Дело в том, что я лечу в Москву в этих числах с 3 по 6 декабря. Я лечу в первую очередь встретиться с друзьями, которые у меня там есть, с которыми я очень хочу встретиться. Я лечу всей семьей, с детьми. Мы давно обещали детям показать Москву. И один из моих товарищей, с которым я там буду встречаться, я ему, соответственно, написал про Димаша. Он такой достаточно тоже очень духовный человек. Мы с ним поговорили об этом, и он мне говорит: слушай, 5 числа будет песня года 2020, и там будет в том числе и Димаш. И я уже купил билеты на ВТБ-арене. Ну и, соответственно, я загорелся. Тут же взял билеты в Москву, и благо они там были по акции, достаточно недорого, на всю семью вышло. И дело в том, что раньше самолет из Москвы вылетал ночью, там в 23:30 к нам сюда, в Горно-Алтайск, и получалось, что ты из Москвы вылетаешь с 5, грубо говоря, а сюда прилетаешь с 6. Ну, я по этой памяти так и взял, думаю, как раз 5 концерт, мы сходим на концерт, потом еще у нас 6 будет целый день, и 6 вечером мы улетаем, там 7 прилетаем. Я, соответственно, беру билеты,
И тут выясняется, что самолет 6 числа, что поменялось время, и время вылета 00:35. То есть получается с 5 на 6 число. И у меня был такой шок, что я неправильно взял билеты, что мы не успеем на концерт. У меня была надежда, что все-таки мы успеем. Но думаю, ну даже если 2-3 часа концерт, мы с этого концерта сразу там на такси в аэропорт уже начал смотреть, какое расстояние между Домодедово там и ВТБ-ареной, и вот этой вот. И потом я смотрю на список исполнителей, это же песня года, что наверняка там их много, там их что-то около 50 человек. И я так посчитал, что если даже на каждого там 5 минут, то это куда-то что-то очень много времени. И я позвонил, нашел телефон, там позвонил, и мне говорят, что концерт будет длиться около 6 часов. И все, и у меня все опустилось, и я понял, что мы пролетели. Я давай звонить в S7. Я говорю, так и так, ошибся с датой. Пожалуйста, переделайте вылет 6 на 7 или на 8 число. Они говорят, без проблем, как бы переделаем, но вам надо будет доплатить там, по 3000 за каждый билет. А билет стоит 2200, понимаете? А надо доплатить по 3000. То есть дороже, чем сам билет стоит. Я говорю, вы что, угораете? То есть, ну, мне проще от них отказаться и купить новые. Они говорят, они невозвратные, так как по акции. И вот сейчас ситуация такая, что мы на этот концерт как бы не попадаем. У меня нет сейчас возможности как бы просто взять, выкинуть эти билеты и купить новые, там, потратить там, эти деньги, как бы деньги не лишние. И я до сих пор в раздумье, что делать. С одной стороны, думаешь, ну, Димаш там будет всего с одной песней. И вот 6 часов терпеть эту попсу. Нет, я не обобщаю. Я прекрасно знаю, что среди тех исполнителей есть достаточно талантливые люди, там и Полина Гагарина, там и другие, которые умеют петь, и которые обладают талантами и слухом, и голосом. Но очень много будет такой попсовой, которую уже вообще не хочется слушать после Димаша. И ради одной песни Димаша терпеть 6 часов. И мы что-то так поговорили с семьей, и, конечно, мне расстроились, дети очень сильно расстроились, я сам расстроился, и мы такие, да давайте потерпим, давайте лучше слетаем в Казахстан, когда он будет давать там сольный концерт, и уже полностью посвятим себя. В общем, первый концерт, который будет, неважно, где это Минск или Казахстан, мы решили, что мы полетим в любом случае на этот концерт. Вот. Если это будет в Казахстане, это будет еще лучше. Я был у вас один раз в Боровом, мне очень понравилось. Я хочу еще разочек приехать на эту землю, которая родила такой самородок. И, ребята, казахи, вам есть чем гордиться. И несите эту гордость высоко, подняв над головой, потому что на самом деле это прям это настоящая гордость за свою землю родную. Что-то я заболтался, вы меня останавливаете, ребят, потому что у меня поток идет бесконечный. Андрей, не переживайте, на этой песне года будет куча других певцов, а Димаш будет петь ту одну песню. Ну вот вы прям мне говорите то, что я как раз и говорю. Ничего, попадете на сольник, это круче. Вот, вы меня поддерживаете в этом. Крутой обещал 2 песни на песне года. Будут еще концерты. Ну вот, я думаю, что, ребята, я либо... А знаю, что меня много смотрит казахов, я либо к вам, ребята, в гости прилечу, либо в Беларусь. Вроде как тоже у него там концерт весной запланирован. Нам нравится вас слушать, ребята, а мне нравится с вами общаться именно вот в таком формате. И, кстати говоря, вы меня поддержали в том, что не надо делать другой формат, не надо делать там монтаж, не надо делать какой-то там крутой контент, а на самом деле я умею это делать, я умею монтировать, опять же по роликам с полетами моими, вы это можете понять, что я умею делать монтаж и умею монтировать, но мне вот этот формат на самом деле ближе, и я хочу его оставить, потому что я не делаю дубли, я вот как с первого раза записал, вот как оно легло вам,
вот эта исповедь, я ее сразу и выкладываю без какого-либо обрезания, монтажа, исправления. Вот как есть, так есть. Ну, где-то плохо сказал, ну, значит, плохо сказал. Где-то не смог выразить свою мысль, значит, не выразил. Ну, по крайней мере, я это делаю искренне, и для меня это действительно вот это общение, и вы мне откликаетесь, и получается, что мы с вами разговариваем действительно по душам. Димаш задал такую планку, что не каждый осмелится дотянуться. Ну, скажем так, из действующих музыкантов и певцов до него точно как бы никто сейчас не дотянется, это совершенно точно. И вот даже смотришь, когда какие-то выступления, особенно вот с китайского шоу, да, как оно, Сингер, да, по-моему, называлось, и когда другие участники сидят там в студии и слушают, и потом они пытаются повторить ноты, которые он спел, и видно, что у них не получается, даже рядом. И я думаю, что вот эта планка, она на многие-многие годы будет недосягаемой, но я думаю, что к этому люди будут стремиться, и это, как я сказал, это революция в музыке, которая уже началась. И, блин, как здорово, что она идет, потому что, ну, реально, вот смотреть вот на... Опять же, не про всех говорю, но смотреть на эти поющие трусы, которые поют под фонограмму, и ничего больше, как свои телеса не показывают, ну, честно говоря, устал. Но они нас принижают и принижают. Киркоров будет скакать в перьях, вам надо. Да, это совершенно точно. Мне этого не надо. В Казахстане не скоро будет концерт, ребята, вы меня расстраиваете. Прага, Минск, Дюссельдорф, жду своей очереди. Ну, кстати, хороший вариант Прага. Прагу обожаю, был там 3 раза, и мне очень нравится Чехия, очень нравится этот город. Почему бы не съездить в Прагу? Или Минск. Вот в Минске я не был, ребят, очень хочу к вам попасть. Так что Минск тоже как бы в приоритете. Вы хороший человек, семья прекрасная. Спасибо, ребята. Ну, на самом деле, я счастливый человек в плане семьи. Я очень люблю свою жену, очень люблю своих детей. И мы живем действительно в гармонии. И у нас есть вот это инь-янь с моей половинкой. И у нас даже на обручальных кольцах внутри написано «половинка души моей». Вот так. Димаш вдохновляет, с Димашем совсем другая атмосфера на любом концерте. Ну, это, ребята, объяснимо. У Димаша такая аура, она такая мощная, она захватывает не то, что там какую-то область вокруг себя, она захватывает весь зал и простирается далеко за его пределы. И понятно, что когда вы окунаетесь в его вот эту чистоту, в его эту любовь и все, я прекрасно понимаю, что вот то, что я сейчас вижу с экрана в виде клипов, во-первых, это искажение. А я, кстати, купил себе на днях хорошие колонки с сабвуфером для компьютера, чтобы почище вибрация звучала. И я прекрасно понимаю, что это может быть какие-то там 10% того ощущения, той энергетики, которую я ловлю. Это даже, ну вот, например, как сходить, например, на какое-то спортивное мероприятие. Одно дело посмотреть там хоккейный матч по телевизору, и мне это нравится. Другое дело оказаться на самой ледовой арене и посмотреть хоккейный матч вживую. Это совсем другие ощущения. Но что касается Димаша, здесь, я думаю, это просто будет разрыв шаблона. Это просто, я вот в этом не сомневаюсь, что то, что я сейчас вижу с экрана, и кто был на концерте, вы сейчас напишите мне, так или нет, но мне кажется, это вот, ну, 10-20% не больше то, что я вот сейчас ощущаю. Если я окажусь на его концерте, мне кажется, там просто я в какой-то транс улечу и буду по вселенной летать, и меня потом будут там дети: папа, возвращайся.
Поделитесь своими мыслями сейчас в комментариях, кто был на его живых концертах, каково это, потому что я думаю, что это что-то невообразимое. Ну, вот Жанна пишет, благодарить за Димаша мы должны не Вселенную, а его маму и отца. С какой нежностью они относятся к бабушке. Ну, Жан, частично, конечно, я с вами здесь согласен. Большой поклон его родителям. И это огромная заслуга, то, что они разглядели в нем этот талант, то, что они разглядели в нем эту чистоту, то, что они в него заложили правильное воспитание, как он относится к родителям. И вот здесь я с такой доброй завистью смотрю на восточную культуру, что они не растеряли вот это вот уважение к своим родителям. Для них родители это, ну, святые люди. К сожалению, наша вот европейская культура, и мы в том числе русские, очень сильно, ну, потеряли это. И мне так жаль на самом деле, что мы вот это упустили. И я прям вот, ну, хлопаю в ладоши, когда я вижу, что вот на Востоке такое отношение к родителям, это прям дорогого стоит. Но то, что Димаш нам послан Вселенной, тут как бы трудно это отрицать. Это человек, ну, все об этом говорят, что это человек не с нашей планеты. Спасибо вам за высокодуховный разговор. В то же время очень простой и свободный. Татьяна, спасибо вам. У меня после, вот Валентина пишет, у меня после концерта вообще случилась амнезия, я была в облаке. Ну, да, кстати, люди пишут, что после концерта несколько дней не могут прийти в себя. Вот я слышал такие отзывы, что люди там неделю ходят в каком-то вообще трансе. Мне нравится тембр вашего голоса, Андрей. Спасибо. Я, честно говоря, боюсь вам надоесть. Мне на самом деле столько еще всего вам хочется сказать. Вы не представляете. Вот просто такой массив из меня прет информации, и я хочу ее с вами поделиться. Но я боюсь чистить, я боюсь вам надоесть, я боюсь, я даже, хотя я призываю не бояться, наверное, не надо бояться. Чего я? Не, я просто переживаю за то, что... ничего я не переживаю, в общем. Короче, я буду с вами делиться своими чувствами и своими мыслями по поводу всего этого. Буду. Просто я буду спокойней, чтобы меня, ну, не пробивали так сильно, как пробили последние 2 дня. 2 раза был на его концерте, Жанат. Вы счастливый человек. 2 раза были на его концерте, пролетают как 10 минут. Ну, с одной стороны, да, Надежда пишет, что надо использовать любую возможность прослушать Димаша вживую. Но не знаю, вот сейчас как повернется, так повернется. Если у меня будет возможность выкинуть эти билеты и купить новые, и это не сильно ударит по семейному бюджету, наверное, я так сделаю. И, ну, наверное, не пожалею об этом. Но посмотрим. Я думаю, что здесь вот как будет дано, так будет дано. Я как бы опустил ситуацию и посмотрим, куда она выведет. Спасибо вам за приятный проведенный вечер. Ребята, вам спасибо, что у нас по-прежнему 300 человек. Обалдеть. Это просто супер удержание публики. Я говорю, я не блогер. И когда вы меня называете блогером и благодарите за труд, мне неловко. Во-первых, мне слово блогер как-то, ну, не по душе. Не знаю. И это же совсем не труд для меня. Я это делаю для души исключительно. Как бы. И вы сами как бы из меня сделали блогера, и как бы я вот уже чувствую какую-то ответственность в том числе. И я начал разбираться, кстати говоря,
в этих вопросах, начал уже как бы смотреть аналитику. Очень интересная на самом деле статистика. Я думаю, что на каком-нибудь там следующем эфире я вам ее покажу. Там очень на самом деле интересная. Какая аудитория там, да, меня смотрит, возраст какой людей, очень интересно. Там, соответственно, какой пол больше смотрит, мужской или женщина и так далее, и так далее. Какие страны, география. Очень интересная информация. Я с вами обязательно ей поделюсь, потому что, ну, это как бы вот, ну, говорит о том, насколько нас много и насколько мы все разные. Так, Людмила пишет: мой муж пока не понимает Димаша, но говорит, хорошо поет, но он не может отличить. Наверное, нужно время. Конечно, нужно время. И здесь не надо, конечно, на него давить. Но раскроется душа все равно. Тут нужен как бы... Тут, понимаете, насильно невозможно получить. Как говорится в одной из религий, только Бог стучит в нашу дверь. И в нашем праве открыть ему дверь или нет. А дьявол действует по-другому. Он нас ловит на живца, на соблазн. И если мы этот соблазн проглотили, он нас подсекает: иди сюда, все, и тащит вниз. То есть совсем другая механика высоких частот и низких частот. Поэтому как бы здесь надо быть осторожным с соблазнами. Теперь привыкайте, Светлана пишет. Ну, буду привыкать. Мне очень комфортно на самом деле в вашей семье оказаться. Я себя очень полноценно чувствую. Я купила билеты в декабре на концерт в марте в Ригу. В Риге будет концерт, ну вот надо посмотреть. Да, хороший на самом деле. Я, честно вам скажу, я волновался перед началом этого эфира, как, наверное, никогда не волновался. А в моей жизни было много практики. Я был и на прямых эфирах на телевидении, и выступал перед большими аудиториями, и организовывал очень массовые мероприятия. И я, наверное, никогда так не волновался, как сегодня, перед вот сегодняшним эфиром, потому что очень боялся вас разочаровать. Ситуация может поменяться, может даже в лучшую сторону для вашего блага. Ребята, если вдруг я в чате пропускаю ваши сообщения, я делаю это не нарочно, потому что чат как бы быстро листается, и я не успеваю все. Если, допустим, вы что-то хотите сказать важное, и я это не озвучил, вы напишите еще раз, я это увижу и прочитаю. Я когда за рулем боюсь слушать Димаша. Мармара пишет: я неопытный водитель, отключаюсь время от времени. Ну да, я как раз об этом говорю. Я на самом деле водитель очень опытный, с очень большим стажем, и у меня даже есть навыки очень хорошие, как бы гоночные, экстремального вождения. Тоже, если вам будет интересно, я вам как бы расскажу про этот опыт. Ну, про меня там в определенных кругах говорили, что ты родился с рулем. И то на самом деле я переживаю, потому что реально у меня иногда закрываются глаза. И я ухожу в какое-то подсознание, и я перестаю воспринимать, что на дороге делается. Вот реально, наверное, не стоит, наверное, за рулем слушать Димаша. Какой вы смелый, не стали сдерживать свой порыв, теперь мы вместе. Спасибо, Ольга. Но на самом деле я считаю, что об этом нельзя молчать. Конечно, есть люди, которые прям мне затыкают рот, есть люди, которые просят: ну не надо, ну не говорите, мы так за него боимся, мы переживаем. Но я считаю, об этом надо говорить. И сам Димаш, его смелости можно только восхищаться. Ведь то, что он делает, это настолько смелые поступки. Вот, например, смотрите, мой разбор предыдущей песни «Страсть». И на самом деле я продолжаю ее разбирать, я получил от вас очень много интересных комментариев, очень таких глубоких. Но совершенно очевидно, что в этой песне Димаш поет христианскую религию. И это нам посыл. Кто-то тут же сказал: о, зачем вы Димаша, значит, как-то пристыковываете к Иисусу. Неужели вы меня не слышите, ребят? Я же там сказал, что Димаш, наоборот, нам дает этим знак,
что совершенно не важно, какого мы вероисповедания. Совершенно не важно, что идет новая эпоха, где это не будет иметь никакого значения. Все, только чистота, любовь, только чистые вибрации, и Димаш нам это показывает, и своим примером это показывает. А это очень смелый поступок на самом деле, и я прекрасно знаю, как радикально могут воспринять его поступок как бы в определенных мусульманских кругах. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте, я знаю, что очень много мусульман меня смотрит, и это здорово на самом деле, то, что мы начали уже объединяться. Неважно вообще, я говорю, я себя уже сейчас не причисляю никакой религии, я их перерос. Наверное, меня уже трудно удивить словом. Вот, что бы сейчас я бы не прочитал, что бы мне сейчас не сказали, меня это не удивляет. А вот то, что делает Димаш, меня очень удивляет, и меня это окрыляет. Я уже хочу вот этой чистой вибрации, высокой. Ух, можно, ребята, бесконечно говорить. Ну что, уже мы 2 часа в эфире. Давайте, наверное, закругляться. Я думаю, что это не последнее общение с вами. Нас по-прежнему очень много. 2 часа, и вы со мной. И, наверное, напоследок я хочу, наверное, этот эфир закончить одной восточной притчей. Вы знаете, что я неравнодушен к Востоку. Я сейчас перескажу ее своими словами, как она у меня отложилась за эти годы. Понятно, что сейчас можно в интернете там ее найти и прочитать дословно, но я вам перескажу, как сейчас есть. Это притча о самурае и чайном мастере. Какова история? То есть был очень высокопоставленный самурай, у него был товарищ где-то там в другом селении, и этот самурай недавно нанял себе на службу чайного мастера. А кто не знает, на Востоке у китайцев, у японцев чаепитие возведено в самый настоящий культ. То есть, чтобы приготовить чай, раньше были прям специально обученные люди, которые эту церемонию проводили. Она так и называется, чайная церемония. Правильная заварка чая, то есть ритуал весь. То есть это такая прям культура на самом деле у них была. И на самом деле очень ценились и очень уважались высококлассные мастера чайных церемоний. И вот этот самурай нанял этого мастера, и он был настолько впечатлен его искусством, он был настолько впечатлен его совершенством в этой церемонии, что он решил взять его с собой в гости вот к этому к другому самураю. Так как путь был не короткий, он его одел в одежду самурая. И, соответственно, с ним была целая свита его самураев, которые служили ему. И он, чтобы не выделяться, он его одел в том числе в костюм самурая. И они благополучно дошли до этого другого селения, пришли непосредственно к месту, где живет его товарищ, другой высокопоставленный там самурай. И он чайного мастера отправляет на рынок, говорит, иди, купи все, что необходимо для чайной церемонии, мне не терпится показать твое искусство своему другу. И этот, значит, чайный мастер в костюме самурая пошел на местный базар, и то ли по дороге, то ли на самом рынке повстречался, значит, с каким-то там другим самураем, и то ли он неправильно был одет, то ли он не знал правильного этикета, как надо себя вести самурая. В общем, что-то в его поведении затронуло и сильно оскорбило этого незнакомого самурая. И он его вызывает на поединок. И ему ничего не остается делать, как сказать ему, что я принимаю как бы вас вызов, но дайте мне несколько часов, у меня есть обязательства перед моим хозяином, и давайте мы с вами встретимся здесь там, через 5 часов. Как бы, все хорошо, они забили стрелку, как говорится, да. И этот чайный мастер, убитый горем, значит, возвращается к своему хозяину и рассказывает ему эту историю, говорит так и так. Вот в такую ситуацию я попал, я понимаю, что у меня нет выхода, и во мне долг чести говорит, что я должен как бы прийти. И хозяин, пожалуйста, научите меня, как достойно принять смерть, как самураю положено как бы принять смерть в поединке. И ему этот хозяин его говорит,
забудь об этом сейчас, приготовь нам чай, сделай нам чайную церемонию для нашего друга, и потом я тебе все покажу. И этот чайный мастер понимал, что это, походу, последняя его чайная церемония в этой жизни, и он отдался полностью, значит, этому искусству и провел просто идеальную вообще чайную церемонию, приготовил восхитительный чай, и просто гости все были в восторге от него. И когда они уже, значит, попили чай, его учитель, ну, его хозяин говорит: значит, когда ты сейчас придешь на эту встречу, поклонись, значит, своему сопернику, как положено, встань в боевую стойку, вынь меч, подними его над головой и представь, и войди в то состояние, в котором ты был сейчас. И тогда у тебя не будет страха. И тогда ты примешь смерть достойно, и ты не будешь выглядеть трусом. Вот такой совет он ему дал. И, значит, этот чайный мастер пошел на эту стрелку с этим мастером, с этим самураем. Тот уже нервно, значит, рассказывал по этому саду, терпеливо ждал. Ну и все. И он, соответственно, сделал все, что ему посоветовал сделать его хозяин. Он ему поклонился, встал в боевую стойку, достал меч, поднял его над головой и погрузился в это состояние, которое он совсем недавно был, когда он отдался полностью этой церемонии. И он даже потерял счет времени, и его из этого оцепенения вывел звук, крик, сначала крик полный ужаса, звук падающего меча и быстро убегающие шаги. И когда он открыл глаза, он только увидел уже сверкающие пятки этого самурая, в панике убегающие от него. Вот такая восточная мудрость, которая гласит о том, что на самом деле в нас заложены колоссальные силы. И на самом деле наши мысли материальны, и наши мысли способны влиять на этот мир. И они настолько сильно способны влиять на этот мир, что мы даже себе не представляем. Мы настолько увязли в этих низких вибрациях, что мы не понимаем на самом деле, какая сила нам доступна в этой вселенной. И сила мысли, сила энергии здесь первична на самом деле. И мы можем творить настоящие чудеса, когда мы с вами вместе за Димашем поднимемся туда наверх. Ну вот на этом, ребята, я заканчиваю наш сегодняшний эфир. Еще раз благодарю вас за то, что вы пришли, поддержали меня, и что вас так много. И если вам понравилось, то мы обязательно такие эфиры будем делать и будем с вами разговаривать по душам о Димаше и не только. Все, ребята, всем спасибо. Прямо вот сейчас 2 минуты читаю ваш чат, потому что, конечно, я должен на него среагировать, должен как-то ответить. Но, в принципе, если вы хотели что-то сказать и сказали, я думаю, в принципе, можно же расходиться. Спасибо за эфир. Как же приятно оказаться в чате DR совсем другие энергии. Совершенно верно. Да, просто у Димаши не фанаты, а семья. Ребята, вот, я говорю о теме фанатизма, о теме слепого фанатизма. Я хочу поговорить с вами отдельно, потому что это очень важная тема. Она намного важнее, чем даже может казаться. И в ближайших эфирах, я думаю, мы с вами об этом говорим. Если это вам интересно, опять же, вы мне напишите в комментариях, интересна вам эта тема или нет, но она очень важная. В Минске, похоже, не до концертов и надолго. Ну, очень жаль, ребята. Я очень надеюсь, что у вас там все успокоится, устаканится. Конечно, эта политика такая грязь на самом деле. Вот просто вообще вот грязь. Спасибо за интересный разговор. Да, спасибо вам. Димаш для нас родной человек. Конечно, родной. Мы все проснувшиеся. Димаш, ты лучший. Димаш наш проводник. Он посол. Он посол, посланник, который нам показывает, как может быть. Спасибо всем, дорогие, да.
действительно дорогие. И откуда, кстати, пошло вот это Дирс? Скажите, я просто не знаю на самом деле историю возникновения. Это именно сам Димаш это придумал, или это кто-то из поклонников придумал? Расскажите мне про это, мне интересно. О фанатизме очень интересно, да, Вера. Как часто будут эфиры? Ребят, ну, как бы все от вас зависит. Я сейчас человек свободный абсолютно, не обремененный работой. Поэтому я сейчас всего себя посвятил изучению этого феномена. Очень много сейчас копаю интернет в поисках новой информации, рассуждаю, размышляю. Поэтому как бы со временем у меня сейчас все нормально. Реакция будет? Реакция, что вы имеете? Реакция на песни отдельной? Да, будет, конечно. Конечно, не только в прямых эфирах, но отдельно я буду делать песни на реакции, потому что их больше 100. Даже если я буду делать по одной реакции в день, то ну, это 100 дней, почти полгода. Ну, понятно, что не получится каждый день их делать. Это сам Димаш так назвал своих поклонников. Ну, здорово. Это прям в точку, дорогие, да. Угу, Димаш придумал. Ну вот вы все подтверждаете. Но я почему-то так и думал. Он даже типа переименовал фанатов в Дирс, да? То есть так это было? То есть какой это у него был посыл? Кто первоисточник слышал, как он это сделал? Мне вот очень интересно. Если он именно фанатов переименовал в Дирс, то это как раз перекликается с моими мыслями и то, о чем я хочу с вами поговорить. Так, окрестил нас 2007. Хорошо сказали, Ольга. Окрестил. Его спросили журналисты об этом. Ну, здорово, то, что вы сейчас делитесь со мной информацией. Я уже, по крайней мере, сейчас по вашему чату это подчеркнул. Димаш сказал, что все почитатели его семья. Ну, это все вот в одной канве прямо идет. То есть мы все одна семья. Что нам делить на этой планете? Мы все с вами одной крови. Мы все живем на нашей матушке Земле. Но мы одна семья. Вот как ни крути. Вот как нас не пытались разделить религиями, культурой, странами, политикой. Ну, мы одна семья. Я вот просто не понимаю, когда начинается вот это разделение наши, не наши, там, наша вера истинная, ваша не истинная, там и так далее. Ну, блин, ребят, это средневековье. Ну, мы все с вами люди, мы все с вами человеки. Мы с вами одной крови, как говорил Маугли. Ну что, ребят, давайте заканчивать эфир, а то уже пошел в 3-й час нашего общения. Люди, когда увидят, что там 2 с лишним часа, обалдеют. Всем спасибо еще раз, ребята. Всех обнимаю, всех люблю, всем мира и добра, вашей семьи. Я надеюсь, что мы делаем с вами правильное дело. Вот мне мое сердце подсказывает, что мы на верном пути. В общем, всего вам хорошего. До новых встреч.